день. Расскажите, пожалуйста, о том, как проходил национальный отборочный тур, который был закрытым в этот раз, и про комиссию, которая занималась этим. Была ли это расширенная комиссия или только представители Первого канала принимали решение? Ну, поскольку регламент конкурса песни Евровидения не запрещает, скажем так, назначение, то есть когда канал имеет возможность сам выбрать и взять на себя ответственность за того исполнителя, кого он выбрал, вот мы поступили именно таким образом. Потому что мы впервые в России проводили национальный отбор. Это мы делали тогда, когда конкурс песни проходил в Украине, и нашу страну представляла Наташа Подольская. Кстати, тогда же в национальном отборе участвовал первый раз Дима Билан, и он тогда проиграл Наташе Подольской. По простой совершенно причине. Наташа, тогда закончилась «Фабрика звезд», в которой принимала участие Наташа. Она была очень-очень популярна. Так вот, мы, понимая вот такую ситуацию, что национальный отбор, ну, вы знаете, как в нем есть, безусловно, свои положительные стороны. Более того, рабочая группа Европейского вещательного союза, которая отвечает за регламент конкурса песни, рекомендует проводить либо отбор участника, либо отбор песни. Вот таким большим национальным образом, проведением какого-то фестиваля музыкального. Но если нет возможности, как, например, в Швеции, проводить фестиваль уровня Melodian Festivalen, знаете, да, который популярен больше, чем Евровидение в Швеции, вот, то тогда, мне кажется, это будет немножечко такая профанация. Потому что лучше и правильнее. И мы, вот генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, который, собственно говоря, благодаря усилиям которого и конкурс песни Евровидения имеет сейчас такую бешеную популярность в России, потому что в свое время, когда все его бросили, конкурс песни, Константин Эрнст его взял и начал его... Ну, как понять? Ну, потому что тогда, я не хочу вдаваться в подробности ситуации, просто был какой-то период времени, когда интерес среди вещателей российских к нему вдруг пропал. И Первый канал решил, что да, мы начнем заниматься этим, да, попробуем возобновить интерес, и мы его возродили. Возродили до такой степени, что вот вы видите, что рейтинги зашкаливают. Наверное, один из самых, конечно, радует, потому что я являюсь, наверное, так же, как и вы, поклонником и фанатом конкурса песни Евровидения, несмотря на всю его, скажем так, сложность. Да. И в том числе. Вы затронули такую тему о том, что Европейский вещательный союз предлагает выбирать или исполнителя изначально, или рекомендует. Это рекомендательная функция. Руководствовались ли вы какой-то политикой? Сначала выбирали песню или сначала избиратели? Вы знаете как? Я отвечу вам правда. Мы делали это параллельно. Во-первых, мы понимали, что такая непростая, сложная ситуация нас ожидает в Европе. Конечно. Действительно, могут гудеть, укать и так далее, когда будет объявлять нашу страну. Потому что непонятно, как это будет. Поэтому мы хотели очень четко и ясно донести до европейцев простую совершенно мысль, простую совершенно истину. И проводником этой простой мысли истины мы выбрали Полину Гагарину, потому что она искренний человек, потому что в ней нет, на мой взгляд, совсем нет фальши. Поэтому она может сказать то, что мы хотим сказать. А еще были какие-то варианты, кого из артистов хотели? Ну, конечно, были варианты. Мы же... Нет. Мы же проанализировали всех наиболее ярких и активных участников шоу-бизнеса. Я понял, спасибо большое за этот ответ. У меня вопрос из сферы развеивания слухов желтой прессы. Очень много ходило слухов о том, что помимо команды Гудкина, Леонида, который принимал участие в авторстве песни, да, очень много ходило слухов, еще раз повторюсь, о том, что Филипп Бедросович Киркоров тоже принимал участие. Было ли это действительно так, и какие варианты Филипп Бедросович предлагал? Значит, смотрите, мы анализировали песни, которые нам предлагали. Для Полины? Нет. Которые нам предлагали для Евровидения, не имея в виду Полину или какого-либо конкретного исполнителя. То есть такого рода информация мне поступает, как вы догадываетесь, каждый год, независимо от того, мы в этом году являемся или телеканал России. Да. Поэтому у меня есть целая такая база различных музыкантов, продюсеров, артистов, певцов, которые наиболее активно участвуют в подобного рода отборе.
Так? Поскольку мы не объявляли официально, то мы, соответственно, и официально не принимали никаких заявок. Только те заявки, которые приходили помимо вот этой вот... По запросу, так сказать. Вот, не по запросу, а просто которые приходили вот просто так. Люди знали о том, что Первый Они канал знают занимается, по-любому, что, разумеется... конечно, представь, потому что из года в год происходит одно и то же. Поэтому все активизируются, кто желает и у кого есть интерес к конкурсу песни Евровидения. Вот. Поэтому мы проанализировали все, что у нас есть. Так? Поскольку я знал об этой песне, поскольку я хорошо знаком со всеми музыкальными продюсерами и композиторами, которые работали над этой песней, как Леонид Гудкин, Володя Матецкий, это люди, с которыми я очень давно знаком, очень много работал, так и шведы, с которыми мы все друг друга знаем. Поэтому, когда появилась песня, которая нас заинтересовала, мы стали под нее искать исполнителя. И нашли Полину Гагарину. Это здорово. Подскажите, пожалуйста, планирует ли телеканал какой-то промо-тур для Полины иностранной? Нет. И русская вечеринка в Вене? Ни русской вечеринки в Вене мы не планируем, ни промо-тура мы не планируем, потому что сейчас как бы немножечко не до этого. Очень много в работе у меня проектов, и как у главы делегации, и как у человека, который продюсирует, и номер Полины, естественно. Поэтому мы просто не успеваем делать некоторые вещи, поэтому мы решили сконцентрироваться на главном, то есть на выступлении. Все остальные вспомогательные функции, которые создают просто настроение, атмосферу самого конкурса. Если нас будут приглашать на какие-то вечеринки, мы будем рассматривать. Сами же мы ничего в Вене специального проводить не будем. В этом нет никакой необходимости. Хорошо. Планируется ли расширение эфира Первого канала, посвященного Евровидению, показ превью видео, клипов других стран-участниц или что-то подобное? Нет, в таком вот объеме, о котором вы говорите, нет, конечно же. Но у нас будет программа, посвященная Полине, соответственно, она будет посвящена просто конкурсу песни. Мы, естественно, расскажем и о тех участниках, кто составляет конкуренцию, и покажем кусочки видеоклипов и так далее. Естественно, Полина будет гостем практически всех программ Первого канала. Вот, естественно, мы будем рассказывать не только о себе, но и о том, что вообще происходит. Но и потом, самое главное, это те самые 2 недели, которые мы будем в Вене, когда туда поедут 2 съемочные группы Первого канала. Это программа «Время», ДИП, дирекция информационных программ «Новости», и это программа «Доброе утро». Поэтому количество всевозможного рода репортажей, я не могу назвать это дневником, потому что это не является таким регулярным выходом, но тем не менее, все, что будет происходить в Вене, конечно, будет очень много, вы все увидите. Большое спасибо. Спасибо.